Здравствуйте. Начинаю делать мастер-класс по вязанию люльки, которая была опубликована статья на моем канале. Многие просили показать, как я это делала. Вот дошли как раз руки, и сейчас поэтапно буду выставлять видео. Первый, как всегда, это дно. Дно я буду вязать крючком номер 9. Пряжа у меня вторичка ивановская. Приступим. Для этого набираем 12 воздушных петель. Расчет, как дно вязать, какие хотите, какой ширины, длины, я сделаю как бы вставку расчета. Так, раз, два, три, пять, шесть, семь, восемь, 12 воздушных петель связано. Первое и последнее, оно не участвует в расчете размеров дна. Вязать я буду без косички в центре, как показано в статье, по-новому. Ну, чтобы было понятнее, интереснее. Начинаю вязать первый ряд дна. Будет идти по кругу. 10 петель будут без прибавок. Постоянно будет повтор 10. Прибавки будет только на первый и последний. Первый ряд нужно связать 3 столбика без накида. Все будет вязаться столбиками без накида, узором галочки в раскол. Вязать я буду не как привыкли. Вот так. Если вот так будем вязать, вот здесь остается дырочка, и ее нужно будет косичкой закрывать. А если вязать, вот видите, как бы получается галочка и под ней, то такой дырочки не будет. Вот у нас петелька. Поднимаем 2 ниточки и под ними пропускаем нить. Да, желательно, чтобы она шла у вас вот этим швом вверх. Тогда галочки будут, вот видите, красивые. Я не провязываю сразу 2 петли. Давно хотела сделать видео дна идеального овала, но как-то вот времени не хватало. И вот так по кругу. Смотрите, какие получаются галочки. Здесь уже нету таких дырочек. Довязываю. Встретимся на вот этом ряду прибавки. Покажу, как делается. Вот я провязала полряда. Получается уже вот так. Вот сюда мы будем провязывать 3 столбика без накида. Хвостик я уже ввязала в вязание. Мне так проще. Мое такое как бы совет. Я так и вяжу. Может, вам так не понравится, но каждый столбик из 3 надо вязать, как он будет располагаться. Первый столбик вяжем ровно с столбиками вот этого полуряда. Второй столбик вяжем, получается, по центру. От этого будет зависеть ровность полукруга вот этого. И третий столбик вяжем уже ровно
с этим столбиком, который я буду сейчас вязать. И прям нужно его вот немножечко вот так в наклон, чтобы он лег. Дальше. Прибавки связали. Теперь, вот видите, у нас перемычки. Вот перемычка, вот, вот. В эти теперь перемычки провязываем столбики без накида. И вот так вот, смотрите, как получается. Дырочек практически не видно. Встретимся на этой стороне прибавок. Первый ряд практически довязан. Выглядит начало уже вот так. Вот он, остался последний ряд. Последняя петля, и сюда 3. Первый, как я говорила, вяжем, чтобы смотрели ровно на эти столбики. Второй по центру. А третий в эту сторону. И делаем соединение. Соединение в этот раз буду делать немножечко по-другому. Уже вставила петельку. Петелька должна быть вот такая вытянутая. Получается, когда я делала до этого соединения, у меня смещались они. Здесь я не хочу, чтобы было смещение на дне. Из-за этого будет постоянно возвращаться на одну назад. Берем крючок, петельку и вставляем в предыдущую. Вытягиваем и провязываем. Так как петелька была по центру, из-за этого у меня и сама эта петелька по центру. В этом ряду будет по 2 прибавки. Из-за этого, когда я закончу, вот здесь я буду делать еще одну петельку, прям в эту же дырочку. Соединение сделали, но так как это полукруг, где будут прибавки, значит на этой петле делаем 2, с одной 2. Делаю крючком поменьше, чтобы вытянуть. Также эта прибавка должна смотреть сюда. Старайтесь, чтобы прибавки не накладывались одна на другую. Вот сейчас покажу. Вот. Вытянули, подправили. И провязали, чтобы прибавки как бы были каждая отдельно, но не наложением. Это галочки в раскол, значит вставляем сюда и выводим между ножек. Провязали. Все. Вот так вот до следующих прибавок. Вот так уже получается. Еще раз хочу напомнить. Вставляется в галочку по центру, выводится между 2 ножек. Обязательно
Шов должен быть сверху пальца. Забираем, и чтобы 2 петли были на одном уровне крючка. Провязывается сначала одна, потом другая. От этого галочки получаются более пухленькие, красивые и ровненькие. Подошли мы к полукругу. Меняю крючок поменьше, чтобы сюда попасть. Также, как я говорила, 2 петли будут смотреть сюда, вровень. Извиняюсь, крючки что-то падают. Смог стоит, невозможно дышать, тяжело работать. И второй. Также столбик должен смотреть вот в эту сторону. Вот так получается. Смотрите, столбики у меня не накладываются, а рядом находятся. Эти мелочи, нюансы, они очень важны в конце, когда уже получится готовое изделие. Здесь и здесь тоже по 2 столбика, а здесь просто провязывается по одному. Ну, встретимся вот здесь уже. Вот как у меня прибавки уже получились. Довязала 10 столбиков. Вот эти 10 столбиков, они всегда будут 10. Чтобы себя проверить, можете поставить вот так ниточки, где будут прибавки, чтобы было проще ориентироваться. Вот я довязала. Осталось мне вот здесь прибавку и еще одну. То бишь 3 столбика доделать. И перейдем к следующему ряду. Не забываем после того, как свяжем, отпарить овал. Это очень важно, чтобы он был ровный. Тогда вязать стенки будет удобнее и смотреться он будет намного красивее. Не забываем в эту сторону. Галочки в раскол вставляем. Еще раз покажу. Вот она, дырочка. И нужно вот 2 ножки, и между ними вытягиваем. Провязываем. И последнюю вот сюда. Оно должно быть ровно по центру. Ряд закончили. Соединение вот сюда. Подлиннее оставляем, не забываем. Вытаскиваем и вставляем вот в этот столбик. В него мы уже вставляли первый ряд и вытягиваем, провязываем. Хочу показать еще один способ, как можно соединить дно, а вы уже решайте, каким вы будете. Здесь поменьше петелька,
также ее вставлять, пока придерживаем. Вот у нас нитка. Вот в эту, вот, которую мы до этого делали прибавку, вставляем крючок, вытаскиваем рабочую нить, вдеваем вот эту петельку на крючок и провязываем. Вот так получилось. Следующий ряд у нас одну мы провязываем столбик без накида, а во вторую 2. И так получается вот здесь и вот здесь. Одну нормально, вторую по 2. Получается, у нас в эту мне надо провязать одну. Смотрим, чтобы у нас бросков. Все соблюдаем, не забываем. Здесь их 2 должно быть. И продолжаем 10 просто так вязать галочек. Дальше встретимся здесь. Вяжем дальше. В этот 2. Раз. Два. В этот 1. Провязываем 10 и встретимся на этом полукруге. Довязала. Теперь вот у меня их 2. В первую делаем 2 галочки. Потом в следующую одну галочку. И так повторяем. 2, 1, 2, 1. Галочки, направление галочек повторять должен полукруг. Тогда будет красиво лежать. Опять 2 галочки с одной петли. И 1. И снова 2 и 1. Теперь 2. И 1. И 10 провязываем дальше. Вот так. Приступаю вязать 5-й ряд. Вот у нас были прибавки-убавки предыдущего. В эти уже нельзя. Из этих 2 мы выбираем первую. Соответственно, в первой будет прибавка. Значит, в одну будет вязаться 2. Раз. 2. И раз, два, 3 по одной. Каждую по одной. Раз.
3. Потом идет, как всегда, 10. Здесь прибавки, опять 10 и прибавки. Встретимся на следующем ряду. Приступаю вязать 6-й ряд. В 6-м ряду 5 столбиков. 1, 2, 3, 4 и вот 5. Чтобы сделать красиво, вот здесь и нельзя делать уже прибавку. Мы делаем по центру 2 отсюда, 2 отсюда. Получается, вот он по центру, значит 3. В него будет делаться прибавка. Получается, в этот делается по одному. Не забываем об наклоне столбиков. Сюда делается 2. И в эти по одному. По всему ряду делается аналогично прибавки. Встречаемся на следующем 7-м ряду. Вот я довязала. Еще раз хочу показать, как я делаю соединение. Оно идет только вот здесь. Смещений вправо-влево нету. Только вот по вот этому. Давайте еще раз. Вот эту петельку протаскиваем. Она должна быть маленькая. Вот сюда. Потом вот в эту петельку, в раскол, именно в раскол, ищем раскол, в раскол, вот в раскол, вытягиваю вот эту нитку, делаем как петельку. Теперь у меня получается 2 петельки. Я их беру на один крючок и провязываю. Вот получилась такая петелька у меня. Теперь 7-й ряд начался. У нас 6 петелек, столбиков. На первом столбике вот здесь делаю удвоенную прибавку. Все остальные вяжутся по одному. Просто вставляем и провязываем галочку в раскол. Где прибавки делаем на первой из 3. Получается вот здесь начало. Вот 10 провязали. И начало 1. Вот сюда 2 провязываем. Все остальные по 1 5. Дальше опять 2. Потом 5. Снова 2 и 5. 8-й ряд. Здесь 7 столбиков. Делаем по аналогии 5-го ряда. Ой, 6-го, извиняюсь, ряда. Получается 1, 2, 3. 1, 2, 3. Вот этот по центру, он получается 4-й. Будет с прибавкой удвоенной. То есть 3, 1, 2, 3 будем вязать по 1. Потом 2 столбика и опять по 1. Вот так вот получилось. 1, 2, 3. Потом прибавкой 1, 2, 3. 9-й ряд, последний у нас. По окончанию 9-го ряда должно получиться 74 столбика.
Вот уже вот такой круг у нас получается. Его еще нужно будет отпарить. 9 ряд. Первый провязывается 2 прибавки, все остальные просто столбиками вяжутся. Вот как уже получилось. Первые вот они 2 прибавки, а потом идут просто столбики. И вот так нужно повторять с одной стороны 3 раза и с другой стороны 3 раза. 9 ряд довязан. Теперь я буду делать окончание, как бы соединение. Для этого вот у меня нитка. Я ее пропускаю вначале, как обычно. Теперь нужно протащить за вот эти 2 перемычки. И соединение совершенно видно не будет. Это самое лучшее соединение, но для него нужно отрезать нитку. Вот здесь у меня было соединение, только по этому ряду идет, не смещается. С обратной стороны вот оно как выглядит. Сильного отличия тоже незаметно. Все, вот, доделали соединение, подтянули, и даже не видно, где мы сделали соединение. Отпарю, потом я вам покажу сантиметрами, сколько ширина, длина у меня получилась. И дальше я буду вязать стенки узором галочки в раскол за заднюю стенку. Почему за заднюю? Мне нравится именно вот этот вид. Когда мы будем ложить куколку, будем видеть вот этот, а не вот это. Но таким вязанием за заднюю, вот за эту стенку, люлька уменьшится примерно на 2 сантиметра по длине и ширине. Плюс-минус. Мне очень понравился овал. Будем вязать дальше. Овал я связала, уже отпарила. Вот теперь он так смотрится. Теперь получилось 74 петли. Ширина получилась 21, длина 35, но по внутреннему 20 и 34. Перехожу к вязанию стенками. Продолжаю вязать люльку. Вяжу 4 ряд, елочки или паркет узор называется. Двойной ниткой, пряжу я поменяла цвет немножечко. Сейчас покажу, как его вязать. Вязание идет с изнаночной стороны. Для этого вот 2 перемычки. Крючок нужно вставить во вторую перемычку. Дальше крючок заводится с лицевой на изнанку. Ниткой его обматываем, чтобы получилось вот такое положение нитки. Дальше вытягиваю, чтобы на одном уровне было. И в нитку протягиваем через 3 петли. Первая петля готова. Остальные идентичны. Вставляем. Обматываем. Вытягиваем. И проводим нитку. Получается. Вот. Уже получился рисунок. Вяжу второй ряд узора елочка паркет. Для этого мне нужно
завести крючок, вот их две перемычки во вторую, дальше вставить крючок между двух столбиков вот сюда, вытащить нитку и провязать все 3 вместе. Получается снова вот такой столбик. Вяжем мы снова вот за эту. Вставляем в отверстие между двух столбиков вот сюда. Вытягиваем рабочую нить и провязываем. Снова заводим в этот перемычку между двух столбиков, вытягиваем рабочую нить и провязываем. И так до конца ряда. Как соединить бесшовный ряд, я покажу, как довяжу до конца. Дошла я до конца ряда. Сейчас буду делать бесшовное соединение для этого узора. Для этого также беру на крючок перемычку одеваю. Дальше не за вот первый столбик, не за этот, а за заднюю стенку заводим крючок, вытаскиваем рабочую нить и провязываем 2 петли на крючке. Вот так. Теперь у меня уже отрезана нитка. Я ее вытягиваю. Беру крючок поменьше. И делаем как обычное соединение бесшовное корзин. Вставляем крючок, вытягиваем нить. Дальше вставляем в 2 перемычки и вытягиваем. При таком соединении совсем незаметно место соединения. Все смотрится очень красиво. Продолжаю вязать люльку. Я связала уже 3 ряда галочками в раскол, 2 ряда узором елочка или паркет. Хотела немножечко уделить внимание, что первый ряд дно люльки лежит лицевой стороной. Первый ряд я вязала за заднюю стенку. У меня получилась вот такая косичка. Приступаю к 6-му ряду вязания стенок. Сначала вяжется без галочек в раскол, просто получается вот сюда мы вставляем крючок и провязываем столбик без накида. Чтобы вот здесь не было так толстенько, здесь вот такая косичка. Провязываем мы ее, столбик, вот за первую получается. Если за вторую, оно очень будет толсто смотреться. Вот, вставляем крючок вот сюда, а не вот сюда. Получается, вот сюда вставляется крючок. Сейчас немного свяжу и покажу вам с изнаночной стороны, как это будет выглядеть. Полностью вот таким методом вяжется весь ряд. Вот как с изнаночной стороны выглядит ряд. Вот эту косичку мы оставляем. Вот здесь оставлено и вот здесь оставляем. Тогда ряд будет не такой пухло смотреться, как если зацепить
вот этот столбик вместе с этой косичкой. 6-й ряд я довязала. Сейчас сделаю бесшовное соединение. Для этого я отрезала уже нитку. Вставляем в первую столбик вот сюда. Захватываем крючком, выводим наизнанку. Дальше крючок вставляем в 2 перемычки. Захватываем крючком нитку. И выводим. С таким соединением совершенно не видно, где проходит шов. Шов у нас проходит вот здесь. Начинаю вязать капор. Начинаю вязать капор. Теперь я делаю ручки на метку, где будут. Для этого я определилась, что ручки у меня будут занимать 8 столбиков, но между ручками будет 6 получается, с одной и с другой стороны. В общем, у меня петель 74. Я 74 отняла 8 и 8 и разделила на 2. Получилось 29 петель. Идет на головку и на ножки. Но я решила на головку сделать 30, а на ножки 28. Получается, капор я буду вязать 30 петель. На капор у меня, я рассчитала, 30 петель будет идти. Одну я отступаю от этой ручки и одну петлю от этой ручки. В общем, 28. Присоединяю нить вот сюда, то бишь это вторая петелька, и буду вязать 28 столбиков без накида узором галочка в раскол. Вяжу первый ряд капора. Для этого присоединяю нитку, делаю воздушную петлю. Она заменяет столбик без накида первый. Теперь снова делаю воздушную петлю. И теперь только делаю столбик без накида второй галочкой в раскол. На каждом ряду я буду делать воздушную петлю, чтобы капор вот так вот. Я это буду делать для того, чтобы капор вот так не смещался, а стояла так стенка ровно. Потому что если ее не сделать, капор будет смещаться сюда и вот так ложиться. Это будет некрасиво. Продолжаем вязать галочки в раскол. Всего нужно связать 28. Я буду вязать 3 ряда таких. Встретимся на 4-м ряду. Забыла сказать, нитки прячем вязание, и в конце ряда нужно обрывать нитку и прятать ее тоже в вязании. И каждый новый ряд начинать с новой нитки. Дошла я до конца ряда, нитку обрезаю, вытягиваю ее и крючком поменьше закрепляю немножечко и буду прятать потом вязание. Все. Вот так буду прятать вязание. 3 ряда капора я уже связала. Приступаем вязать 4-й. 4-й будет с убавками. Убавки будут делаться не как обычно, а просто пропускаться одна галочка. Для этого оставляю вот хвостик. Сюда делаю воздушную петлю наподобие столбика без накида. Вот так. Снова воздушную петлю. Теперь
делаю 3 галочки, 2 уже, потому что это считается, и 3. Теперь делаю убавку. Вот она. Начинаю с этой. Получается вот так. Максимально затягиваю, чтобы дырочка была как можно меньше. Затягивай. Нужно убирать, как бы прятать внутрь. Дырочки практически нету. Снова 3 столбика без накида. И опять 2. Не забываем вязать в раскол. 3. Снова убавка. Вот убавка. Мы в следующий. Смотрим, чтобы в раскол попадало. Здесь максимально затягиваем, чтобы дырочки было меньше. Вот так вот. Еще раз 3. И снова убавка. И снова убавка. Эту пропускаем, с этой начинаем вязать 4. Раз, 2, 3, 4. Это был центр. И теперь снова убавка. Убавки буду делаться аналогично началу. Они должны, что убавка с этой стороны, что убавка с этой стороны, должны быть одинаковыми. Пропускаем и начинаем вязать 3. Раз, 2, 3. Снова убавка. Раз, 2, 3. Вязание. Нитку надо вкладываем. Убавка. Раз, 2, 3. Раз. Осталась последняя убавка. Вот она. И 3. Раз. 2. И 3.
Отрезаем нитку, вытягиваем и прячем вязание. Переходим к 5-му ряду. Он вяжется без убавок. Будет 22, потому что было 6 убавок. 28 минус 6, 22. Давайте посчитаем, правильно ли у нас получилось. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Все мы правильно сделали, у нас 22. 5-й ряд провязываем без убавок. 22 петли. Встречаемся на 6-м ряду. Начинаю вязать 6-й ряд. Он делается с убавками. Для этого делаю воздушную петлю как столбик без накида. Снова воздушную петлю. И 2 столбика провязываю. Дальше убавка. Вот она убавка. Опять 2 столбика провязываю. Убавка. Снова убавка. 2 столбика провязываю. Чтобы вот так не было, нужно посильнее затягивать и прижимать друг к другу. Вот, уже меньше. Это прятать надо, убавку, чтобы было красиво. Снова 2. Опять убавка. Вот убавка. Следующее делается 4. Раз, 2, 3, 4. И делается убавка 2. Не забываем вкладывать и ввязывать кончики. Поправляем. Раз. 2. Снова делается убавка. Опять 2. Убавка и 2 последние. Последняя убавка и 2. Раз. 2. Вытягиваем нитку. Здесь получается 7-й ряд. Получилось 16.
Седьмой ряд будет вязаться по-другому. Он будет без убавок. И располагаться он будет по центру. Я отступлю 3 петли с этого и 3 петли с этого края. На четвертую я буду вязать 10 петель. Раз, два, три. Вот на четвертую я присоединяю нитку. И без убавок. Также с галочками в раскол вяжу 10. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. И последний 10. Получается с этого края 3. Раз, два, три. И с этого края раз, два, три. Обрезаем нить. Седьмой ряд. Вяжем. Здесь будут убавки. Вяжем 3 столбика. Два, 3. Делаем убавку. Убавка это вот. Вяжем в эту. Получается вот так. Вяжем 2 столбика. Делаем снова убавку. Вот она убавка. Опять вяжем 2 столбика. Снова убавка. Два столбика. Не забываем вязание. Прятать нитку. Вот она убавка. И мы провязываем 3 столбика. Второй столбик.
третий столбик. Обрезаем нить. Осталось 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Все верно. 12 столбиков. Приступаю вязать 9 ряд. Уже воздушную одну связала. Вяжу вторую воздушную. Теперь 2 столбика, убавка, столбик, убавка, теперь 2 столбик, второй столбик, убавка, теперь столбик, убавка, и 2 столбика. Ряд довязан. Переходим к 10 ряду. 10 ряд вяжется тоже с убавками. Единственное отличие: не делается воздушная петля уже. Просто столбик, 2 петли, убавка, 2 петли, убавка и снова 2 петли. Все, ряд закончен. Теперь что мы делаем? Закрываем капор. Это будет уже 11 ряд считаться. Вставляем крючок. Вот эту петельку одеваем на крючок и протаскиваем. Все. Вот так вот получается. Нитку делаем, отрезаем, делаем подлиннее и прячем, очень хорошо прячем в вязании. Все. Капор закончен. Вот такой капор уже получился без обвязки пока. Здесь он будет все подправиться, будет одинаково, равномерно. Начинаю делать обвязку. Капора будет 1 ряд. Обвязку я хочу показать 2 способами. Какой вам больше понравится, тот и выберите. Это будет способ елочка-паркет. Он будет имитировать вот этот рисунок. Для этого я вставила уже петельку, вытащила петельку на 2 ряду. Я хочу показать, как начало ряда делается. Теперь опять вставляем крючок.
в следующую петельку второго ряда на крючке 2 и провязываем вот так вот. Всегда будем вставлять в петельку второго ряда. Теперь, как узором елочка, делаем на крючок, зацепляем, получается, из 2 столбиков второй, вот так. Теперь вставляем крючок в следующую, вытягиваем нить, чтобы она была чуть длиннее, чем капор, и провязываем все 3 на крючке. Снова зацепляем за перемычку, вставляем, вытаскиваем нить длиннее, чем сам капор, и провязываем. Снова вставляем во вторую и вытягиваем и провязываем. И так до конца ряда. Вот уже как получается. Можно сказать, прямо и рисунок переходит с одного в другой. Следующего здесь будет обвязка проходить уже по всему периметру. Продолжаем вязать. Хочу показать, как делать верхушку люльки. Я вставляю вот в эти 2 петли, чтобы более-менее равномерно шло. А все остальные, получается, вот это вяжется сюда, не сюда на вторая, а ниже. Вытягивается. Можно соблюдать наклон уже столбиков. Все следующие вяжутся уже как положено. На второй столбик вытягиваем и провязываем. Захватываем, вытягиваем и провязываем. Вот смотрите, получается ровно. И так до конца ряда. Вторые столбики — это вот эти столбики. Сюда нужно будет провязывать. Не забываем вытягивать подлиннее, чем сам капор. Вот как ровно получается. Здесь чуть-чуть осталось, не буду довязывать. Уже сами. Под следующее я буду показывать, как вязать ручки и обвязку всей люльки. Вот так смотрится спереди. Будет смотреться обвязка. В статье я обвязку капора делала следующим образом. Во второй ряд в галочку я вставляла крючок вот так и провязывала столбик без накида, но он был длинный. Вот так. Вторая от начала
вытягивала и провязывала, как обычный столбик без накида. Вот так вот получалось. Смотрится вот так. И вот так вот продолжать до конца капора. Во второй ряд вставляется крючок именно вот сюда, в раскол. Здравствуйте, я продолжаю вязать люльку. Начинаю вязать ручки. Хочу показать два способа вязания ручкой, именно шнуром. Первый способ называется объемный колосок. Будет использовано два крючка, девятка и семерка, чтобы ручка красиво лежала. Объемный шнур колосок начинаю вязать крючком номер 9, буду называть его зеленым. Делаю первую петлю, немножечко оставляю место, вот так вот придерживая, чтобы было легко вставить крючок второй, номер 7. Он будет серый, я его буду так называть. Первый ряд вяжется так. Просто вытягивается нить. Переворачивается. В чем особенность объемного колоска? Его нужно постоянно переворачивать. Тоже только вытянули нитку. Опять переворачиваем. Чтобы в процессе вязания не забыть, какой сейчас переворот, нужно всегда помнить, что нитка лежит в левой руке, а в правой тот крючок, на который нужно будет сейчас провязывать. Вот мне нужно девяткой будет провязывать. Смотрите, во втором ряду, забыла сказать, теперь по одной вот такой вот перемычке. В эту перемычку вставляем крючок и провязываем сразу 2 нитки. Переворачиваем. Смотрите, крючок снова в левую сторону уходит. Здесь тоже перемычка. Провязываем. Переворачиваем. Теперь на крючке вот 2 перемычки. И следующие ряды тоже будут 2 перемычки. Мы всегда будем провязывать за первую к крючку. Одеваем, провязываем, переворачиваем. Здесь то же самое, их 2. В первую от крючка вставляем, получается вот 2, провязываем, переворачиваем, провязываем. Смотрите, здесь получилась косичка, здесь косичка и здесь тоже будет косичка. Всегда на крючке 2 петли должно быть. Так нам нужно связать 25 сантиметров, чтобы получилась красивая у нас косичка, шнур. И продолжаем переворачивать, вдевать, провязывать, переворачивать, вдевать, провязывать, переворачивать, провязывать.
Я еще чуть-чуть провязала, чтобы показать, как формируется уже косичка. Смотрите, здесь получается колосок с этой стороны, с этой и с этой. А делаем мы одни и те же движения. Переворачиваем, продеваем на крючок, чтобы получилось их две. Провязываем, снова переворачиваем, продеваем, провязываем. И так до нужной вам длины. Для люльки нужно связать 25 сантиметров. Вот я уже связала. Вот такой шнур. Со всех сторон колосок у меня получился. Крепиться он будет к люльке так же, как и первый. Вот. Почему я делала здесь девятку, а вот здесь семерку. Тогда смотрите, как красиво в ручке он смотрится. Прикрепляется к люльке так же, как этот. Вот сюда внутрь. Вот так встает. И вот сюда внутрь нужно провести нитку. Вот так. И вытащить. Все то же самое, как на этой ручке. Вот получилась первая у меня ручка. И вот получилась вторая ручка. Это можете сами на выбор определиться, какую вы хотите. Я уже оставлю эту ручку, менять уже не буду. Это получилось более такая плотнее, чем это, более тяжелее, что ли, но со всех сторон она одинаковая. А это с обратной стороны выглядит вот так. Решать вам. Приступаю к вязанию ручек. Ручка будет в виде шнура. Вот я сделала на крючке как бы первое закрепление, чтобы хорошо ручка держалась. Взяла две разные пряжи в цвет люльки и начинаю делать. Первую я вот так огибаю, провязываю, огибаю, тонкой я огибаю, более темнее цветом розовым я провязываю. Посветлее огибаю, потемнее провязываю. И так мне должно получиться 25 столбиков. Этого хватает, чтобы как бы ручка лежала хорошо. Все 25 показывать не буду, покажу, как уже получится. Все, я довязала 25. Вот такая ручка шнур у меня получилась. Потемнее вот она идет, и посветлее косичка. Крепиться будет вот так. Я уже сделала первую ручку к люльке. Вот как это у меня выглядит. Уже начала обвязку делать. Обвязка у меня идет за заднюю стенку. Получается вот одна косичка и вторая, как бы имитация ручки. Сейчас с вами свяжем обвязку и вставим ручку. Обвязку я делаю соединительными столбиками за заднюю петлю, именно тонкой ниткой в одну нитку крючком семерка. Я вставляю, вытаскиваю и провожу.
Она получается намного меньше, чем люлька. Из-за этого появляется у меня каркас. Должно остаться 9 петель, чтобы мне уже начать делать ручку. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Все, 9 петель у меня осталось. Получается 8 ручка и 1 вот это специально отступали между ручкой и капором. Оставляем пока это. Сейчас будем присоединять ручку. Светло-розовый должна смотреть внутрь. Вставляем ручку вот этим местом, за заднюю стенку протаскиваем внутрь, чтобы косичка вот так лежала. Вот. Теперь берем нитку для обвязки и втыкаем крючок в центр вот этой косички, а также за заднюю стенку проводим, вытаскиваем и закрепляем. Вот так. Получается, я ручку ввязываю в обвязку люльки. Дальше я вот это буду здесь закреплять, кончики прятать в люльке в стенках, чтобы больше было как бы прочности. Следующее, просто столбики соединения за заднюю стенку. Между, получается, ручками 6 петель. Раз, два, три, четыре, 5. Шестая. Со второй, получается, стороной ручки делается все то же самое. Вставляем вот сюда. Протягиваем хвостики. Мне очень нравятся ручки-шнуры в люльках. Они смотрятся красиво и очень удобные, прочные. Вот. Теперь вот сюда будем протаскивать нитку. Берем, вставляем крючок в центр. Теперь за заднюю берем нитку, протаскиваем и сюда. Теперь у нас последняя. Соединительный. Все. Вот так ручка получилась. Вот так вот смотрится обвязка. Теперь переходим к обвязке капора. Здесь уже на ваше усмотрение. Либо делать, либо не делать. Я сейчас, она также вяжется за заднюю стенку. Только вот не за вот эту косичку, а перед косичкой заводится. Вот сюда, потом между вот этой стенкой и такой косичкой. Это уж на ваше усмотрение. Будете вы здесь делать обвязку? Нет, я покажу, как это можно сделать и как это смотрится.
как все ниточки спрячу. Повешаю брелок, подвеску, зайку, которую я уже связала. Его видео можете посмотреть на моем канале. И может быть еще что-нибудь. Типа кисточки сделаю, может не буду делать. Посмотрим уже в конце. Это у меня много осталось остатков ниточек. Может быть, кисточку сделаю. Вот смотрите. Вот так вот обвязка получилась. Если вам так нравится такая, можете оставить. Нет, значит, без обвязки делается люлька. Вот так получилось с обвязкой. Вот обвязка по всему. Здесь мне осталось чуть-чуть спрятать ниток. Отпарю обязательно все вот эти стенки. Я отпарю, сам капор отпарю. Без этого никак. Дно я уже отпаривала, а стенки я буду отдельно отпаривать. Вот так вот ручки смотрятся. Вот вместе с капором.